Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределки. На сегодня у нас 17 сентября 2016 года. Это видео будет показательным о том, как у нас проходила, говорится, уборочная кампания, да, так громко сказано название, по поводу подсолнуха. Значит, мы уже, конечно, косить начали не первый день, уже косим несколько дней подряд. Выбираем подсолнухи, где созрел, где не созрел, потому что созревание в этом году разное. Вот. Урожай, конечно, никудышний вообще. Если в прошлом году радовало 22-23 центнера на круг, то в этом году на круг будет, ну, по 10 центнер. Ну, может, по 12. Потому как первый участок поля с подсолнухом казачий мы убрали вообще по 7 центнер. Но там был лес, вообще амброзия сплошнейшая. Там очень страшно было. Вообще обстановка с полем, поэтому мы решим на то. Ну, естественно, дожди весной радовали, да, но была холодная температура, то есть подсолнух не рос, а амброзия и остальные сорняки прекрасно росли. В данный момент сейчас пытаюсь вам запечатлеть участок поля, который мы пересевали, потому как сеяли, ну, по срокам уже не помню, весной, как всегда, как можно раньше. Но прошел ливень и забил весь подсолнух, и пришлось пересевать. Поэтому, как видите, ну вот амброзия, сейчас нету, ну вот где-нигде, вот буквально поодинокие растения амброзии, так немножко мещия, ну это все пустяки. Вот, что еще рассказать? За урожайность я сказал, в принципе, что в этом году не радует. С собой взял SJ, конечно, какие-нибудь кадры еще поснимаем. И, естественно, за урожайность скажу на этом поле. Думаю, в конце видео скажу примерную, когда мы уже поймем, что оно вообще сыпет. Извиняюсь за ветер, друзья, если может быть слышен. Вот. Значит, поле это около 5 гектаров. Посеян здесь подсолнух. Тоже не скажу, какой сорт, скажу позже в видео, когда будем делать разговорные паузы, я думаю. Скажу позже, потому как не помню. Ну, такой он не ранний, получается средне-ранний, наверное, или даже поздний подсолнух. Но, как видите, 17 сентября, мы уже на полную косим, и перед нами еще другие хозяйства еще раньше начали косить. Это вообще страшное дело в этом году происходит с этой погодой. В общем, как-то так. Ну, все, продолжаем, значит, мы работу, а дальше уже придумаю, что рассказать вам, если что интересное будет, и буду рассказывать. Все ссылки, о которых я буду говорить, будут также продублированы в описании под видео. Это и, вот как видите, косим мы нашей Нивой с жаткой PSP. И решетом на скатной доске. Все эти видосики вы можете найти в подсказке под видео, точнее в описании под видео. И в подсказках над видео, кто смотрит нас с компьютера. Также в этом году мы поменяли и поставили евроудлинитель. За него тоже скажу несколько слов. Потом позже немножко. Ну, то, что он обрадовал и он работает, это точно. Но каким образом и что он делает, это я вам скажу немножко позже. В общем, поехали. Ну а тем временем косить мы продолжаем. Сейчас хочу вам показать, что ж у нас высыпается. Точнее, ну по грязи что у нас. Ну, в принципе, косили мы эти первые семечки, которые были там грязные в амброзии. Впрочем, там мусора было 7,5%. Ну здесь от явно такого нету. Здесь, ну, конечно, больше базы в 3%. Но, как видите, все равно как бы хорошо. Есть лузаная семечка, но
Я еще там решето нижнее приоткрыл, чтобы меньше гоняло по второму, по третьему кругу на обратку. И стало, в принципе, намного лучше. В общем, ну и по урожайности тоже, ну, не из худших результатов будет. Но урожайность, конечно, как я говорил, посчитаю и скажу в конце ролика, друзья. Все, поехали дальше. Тем временем косили мы и откосили. У нас сцепление, походу, любит мозги пудрить. Вот рассыпались оба диска сцепления. Ну, что, кажется, предыстория какая была? Косили, нормально ехали, забило барабан. Почистили барабан. Ну, тот, что молотильный имеется в виду. И запустили комбайн, и что-то оборотов нема. Молотарки то, что надо, а в итоге, оказывается, открыли лючок, куда шприцевать выжимные. Как начали сыпаться куски дисков, блин, прямо чуть ли не в нас. Вот такое вот дело. Сейчас поедем искать диски. Ну, а так, по истечении некоторого времени нашли мы вот такие вот у знакомых фермеров бэушные диски. Ну, понятно, что долго они не отработают. Ну, до последнего, как говорится, потому что нам же надо докоситься. Феридо, в принципе, и там нормальные. А вот насчет ступицы просто-напросто, вот, как видите, шлицевая, точнее, ну, ступица шлицевая плохая совсем. И заодно вот и подшипник в этом, что поддерживает вал, получается, центрирует, тоже абсолютно сухой был. Как раз проведем и эту ревизию, как говорится. Так что так, все, будем сейчас это дело собирать и дальше попробуем покосить. Так, ну что, вот так вот достаточно, в принципе, оперативно мы сделали такой, ну, легкий, нелегкий, не знаю, как его назвать, такой подремонтировались, грубо говоря. Друзья, для тех, кто будет задаваться вопросом, почему же мы не ставили новые диски, да, потому что сегодня как бы суббота, 17 число, и всем обзвонили, кого знали, магазины и прочее, да, то ли нету вообще в наличии, то ли закрыто, все, поэтому, ну, с понедельника, я думаю, все-таки домолотим это поле, 100% их хватит, да, а с понедельника уже закажем диски, чтобы были дома. Ну, если навернется, вот как ляжут они, вот мы их возьмем новые и поменяем. Вот, думаю, этот вариант как бы устроит и нас, и всех, кто негативно настроен к моему каналу, в общем. Я о хейтерах сейчас вспоминаю, друзья. Я вас чаще даже вспоминаю, чем о моих, грубо говоря, фанатах, да, которые мне дизлайки не ставят. Но вы многого просто заслуживаете, потому что вы непонятно почему и за что ставите дизлайки. В общем, так и, как я говорил ранее, по урожайности и прочему я скажу еще в конце. Ну а сейчас поедем продолжать косить, как говорится. У нас, конечно, были немножко иные планы сегодня, да. Хотели скосить это и попробовать кукурузу. Но у комбайна свои планы на наши планы. Поэтому все, поехали дальше.
что ж, вот и закончилось это поле. По урожайности получилось по 13 центнер. Ну, на этот год это вообще сказка. Потому что, я же говорю, по 7 у нас есть и у всех. Говорится, не только у нас, да, чтобы не было обидно. Вот. Насчет сорта подсолнечника. Это, походу, ну, как мы с папой поговорили, был таки казачий тоже. Потому как мы здесь пересевали, сеяли поздний подсолнух, но из-за ливня, как я говорил в начале, мы его пересеяли. Поэтому сели здесь вроде бы как казачий. Ну, опять же, ребята, понимаете, да, что, ну, что на бумажечке написано, то я и говорю. Вот. Ну вот, собственно, и все. Думаю, это был такой нормальный, говорится, день из уборки масляничных у нас, да. Дальше у нас на очереди получается кукуруза, ну и поздний подсолнух, он еще зеленый. Ну, его я, конечно, вряд ли буду снимать. Там, в принципе, по состоянию неплохой, вот такой вот, я имею в виду, по засоренности. Даже, может, и лучше, потому что он поздний, самый поздний. А, кстати, вы ж видео можете глянуть о его посеве у меня на канале. Или же здесь ссылочка появится, вот прямо здесь сейчас. Или же все ссылки, повторяюсь, находятся в описании под видео. Всю технику, которую вы видели в этом видео, обзоры на нее и прочее, вы можете найти, перейдя в описание под видео, и там все это дело есть. Хотел сделать такую панораму, но не вышло. В общем так, друзья, вы были на канале Сельхозпеределкин. Вот такой у нас получился денек, и с ремонтом, как всегда. Не как всегда, в принципе, как в прошлом году или позапрошлом. В прошлом на ячмене, если помните, тоже тогда сцепление навернули, но тогда сцепление навернулось на коробке, то есть ходовое. Все, пока, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новые интересные ролики.